Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео мне хотелось бы затронуть такую тему, как объемный стемпинг. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. В этом видео мне хочется показать, насколько разным может быть объемный стемпинг, когда даже реверсивному стемпингу изнутри можно придать объем, и в итоге получится интересный фактурный дизайн. Но давайте обо всем по порядку. Начну, пожалуй, с самого простого. Создать визуальный объем плоского рисунка с пластиной для стемпинга можно при помощи цветов. Уже давно всем полюбившаяся техника стемпинг со смещением – яркий тому пример. Суть данной техники заключается в том, что мы дважды отпечатываем один и тот же рисунок. Единственное, при переносе рисунков на типс или на ноготок, второй рисунок мы уже переносим немного со смещением. Отсюда, собственно, и название – стемпинг со смещением. За счет разных цветов при отпечатывании мы как бы создаем тень основному рисунку. То есть первый отпечатанный рисунок на типсе будет, скажем так, на втором плане, да, он и будет у нас в качестве тени, а уже второй отпечатанный рисунок будет, соответственно, основным. Вот, казалось бы, все довольно легко и просто, но вот как по мне, стемпинг дизайн уже получается намного интересней. Мы с вами знаем, что любой отпечатанный стемпинг рисунок – это очень тонкий слой лака. Именно поэтому мы используем в стемпинге хорошо пигментированные лаки. Отсюда следует, что даже полые рисунки можно использовать в качестве реверсивного стемпинга. Сейчас, возможно, кто-то скажет, ну что же там раскрашивать изнутри-то, если рисунок полый? Но на самом деле при помощи техники реверсивный стемпинг, то есть с обратной стороны, мы можем как бы затемнить отдельные элементы рисунка. Тут серым лаком для стемпинга я отпечатала двух журавлей, и теперь этим же серым лаком для стемпинга я просто, скажем так, выделяю крылья и какую-то часть тела, скажем так, этих журавлей. Безусловно, такое затемнение можно сделать после того, как мы уже отпечатали рисунок на типс или на ноготок. Просто я участвовала в международном чемпионате Nail Olymp в номинации «Реверсивный стемпинг», поэтому всю свою работу я старалась по максимуму сделать именно в технике реверсивный стемпинг. Ну и согласитесь, раз журавли раскрашены с обратной стороны, ну что это, если не реверсивный стемпинг? Возможно, на камеру не особо видна эта вот разница между просто отпечатанным стемпинг рисунком и вот с каким-то реверсивным добавлением. Но в реале эта разница видна невооруженным глазом. Этих же журавлей я использовала в своей конкурсной работе, и там я использовала сразу три техники: стемпинг со смещением, реверсивный стемпинг и стемпинг shadow, то есть стемпинг тень. Это когда стемпинг рисунок отбрасывает реальную тень на поверхность. Лично у меня этот способ, эта тень от журавлей получилась абсолютно случайно при подготовке своей работы на чемпионат. У меня были такие типсы, на которых я очень много что-то проверяла, тестировала. Я смотрела, какой цвет лака для стемпинга использовать там, на этом фоне, на другом фоне, какая база, какой топ подходит, так чтобы они не меняли именно цвет самих лаков для стемпинга. В общем, именно на вот этих тренировочных типсах у меня и получилась впервые вот эта вот тень. Она мне очень понравилась, эта идея, и, собственно, я воплотила ее в своей работе. Работу на чемпионат нужно было сдать до 20 февраля. Я свою работу сдала 17 февраля. Ну, это уточнение исключительно для тех, кто захочет мне написать о том, что эту технику я подсмотрела у очень известного блогера Маши Крит. Как вы видели, на типс я отпечатала такой заснеженный домик с деревьями, и теперь все это дело перекрываем топом, причем таким довольно внушительным слоем топа. В данном случае, чем толще этот слой, тем эффектней будет тень. Заснеженный домик с деревьями – это будет у нас как бы задний план. На переднем плане у нас будет олень и еще несколько деревьев.
Еще немаловажный нюанс в этой технике то, что мы используем в качестве фона разбеленные цвета. Именно на таких цветах падающая тень, она, скажем так, более ярко выражена. Из-за подбора цветов все созданные дизайны в этой технике смотрятся довольно сдержанно, но при этом очень эффектно. Дело в том, что под разным углом освещения тень от рисунка падает по-разному. И создается такое впечатление, словно композиция парит где-то вот в воздухе, в невесомости. Тут не обязательно собирать композицию таким образом, чтобы что-то оставлять на заднем плане, что-то выводить на передний план. Можно просто отпечатывать рисунок уже на созданном при помощи гель-топа объеме. И тогда вся композиция у вас будет с тенью. Очень интересно в этой технике смотрятся такие стемпинг-рисунки, которые имитируют различные текстуры. Ну вот или, например, как вот здесь вот флористика очень интересно также смотрится. И шикарно смотрится в этой технике вензеля. Вы только посмотрите, насколько интересно за счет отбрасываемой тени смотрится плоский, казалось бы, обычный стемпинг-рисунок. Ну а теперь давайте перейдем к объемному стемпингу, который объемный не только визуально, но и на ощупь. И тут я, конечно, не могла не вспомнить Юлию Билей, а точнее ее технику объемного стемпинга при помощи силиконовых молдов. Огромное спасибо Юлии Билей за ее новаторские идеи. Прошло уже немало лет с тех пор, когда она показала в первый раз эту технику. Вот, собственно, с тех пор стемпинг для меня перестал быть плоским. Возможно, подписчики помнят мое старое видео, где я пробовала, только вот начинала работать с этим силиконом, создавала эти самые формы и даже при помощи этих форм сделала дизайн, стемпинг-дизайн, но только обычным лаком. Жидкий силикон можно приобрести на официальном сайте Dance Legend, но если вы просто хотите попробовать, что же это за зверь такой объемный стемпинг, можно попробовать создать форму при помощи жидкого латекса. И это средство, которое мы наносим для того, чтобы защитить кожу вокруг ногтевой пластины. Тут единственный момент, то что слой этого средства должен быть довольно толстым. Когда жидкий латекс хорошо высохнет, его можно будет снять пленочкой такой вот с пластины. И вы увидите, что как раз-таки вот этот вот рельеф от пластины, он остался на самом вот этом жидком латексе. Сразу скажу, что уже готовые формы, которые были сделаны при помощи жидкого силикона от Юлии Билей, они намного прочнее. И храниться они могут много-много лет. Ну вот, то есть я показывала вам до этого формы, которые я делала много лет назад. В данном случае рельеф, конечно, виден, на ощупь он ощущается, но вот сам рельеф он не настолько плотный, хотя для отпечатывания, в принципе, его хватает. Также нам понадобится гель-пластилин, который мы распределяем, ну я буду распределять его на типсе. И теперь нам остается только приложить к гель-пластилину вот ту самую форму, которую мы подготовили. При этом нужно приложить форму аккуратно и довольно так вот хорошо ее, скажем так, примять. После этого мы снимаем форму, и у нас на поверхности, на гель-пластилине отпечатался тот самый рельеф, который мы, скажем так, отпечатали с пластины для стемпинга. Конечно, если делать форму при помощи специального жидкого силикона, оттиск получился бы намного четче. Но, как я уже сказала, если вы просто хотите попробовать, что это такое, то можно вот использовать жидкий латекс. Также придать объем стемпинг рисунку можно, конечно же, при помощи такого материала, как 3D-пасты. Самое примечательное в 3D-пасте это то, что этот материал не обязательно перекрывать топом. Мы просто отпечатываем рисунок на типс и раскрашиваем его 3D-пастами. При этом на этапе раскрашивания вы сами регулируете объем, где-то больше, где-то меньше. В общем, все так, как вам нравится.
На мой взгляд, это очень удобная в применении техника. Представьте, вы уже сделали цветное покрытие, перекрыли топом, и тут понимаете, что у вас есть 10-15 минут на создание какого-то дизайна. И эта техника тут как нельзя будет кстати. Примерно 1,5 года назад на своем канале я подготовила видео с дизайнами при помощи 3D паст. На мой взгляд, видео получилось довольно интересным. И вот стемпинг дизайн, который я делала в том видео, настолько понравился моим девочкам, что многие захотели этот дизайн себе на ноготки. Ну а я была только рада, так как в исполнении подобные стемпинг дизайны очень просты. Думаю, многие знают и помнят дизайн под названием Sweet Blue. Так вот, стемпинг тоже может быть основой как раз-таки для такого дизайна. Просто отпечатываем подходящий рисунок на типс и заполняем объемом ячейки. Ну согласитесь, вот, например, для таких, как я, не умеющих рисовать, стемпинг – это просто находка. Дальше речь пойдет о объемном реверсивном стемпинге, причем объем мы будем делать не поверх уже раскрашенного рисунка, а, скажем так, изнутри рисунка, который был раскрашен в технике реверсивный стемпинг. Я отпечатываю с пластины рисунок абсолютно любым лаком для стемпинга. Главное, чтобы на типсе либо на ноготках этот рисунок был четко виден. Теперь при помощи густого геля прямо поверх рисунка я выделяю объемные места, то есть там, где в принципе по итогу я хочу видеть этот объем. В этой технике можно выделить как отдельные элементы, так и сделать объемным весь рисунок. В данном случае можно обозначить лапу или, например, выделить какую-то мышцу у животного. Первый рисунок мы отпечатали исключительно для того, чтобы правильно расставить объемные акценты. После того, как гель мы заполимеризуем, то есть другие части рисунка мы просто сотрем. Как вы сами сейчас увидите, часть рисунка, она на типсе все-таки останется. Именно по ней мы и будем ориентироваться при наложении уже раскрашенного рисунка. Теперь нам нужно отпечатать этот же рисунок еще раз и раскрасить его в технике реверсивный стемпинг. В данном случае я раскрашиваю рисунок на прозрачном штампе обычными лаками для стемпинга. Если вы хотите раскрашивать рисунок на прозрачном штампе гель-лаками, на моем канале есть видео. Если вам интересно, посмотрите его. Ссылочку на это видео оставлю в описании. После того, как рисунок раскрашен, нам остается только приложить его на уже созданный нами объем. Таким образом, получается, что рисунок ложится не на гладкую и не на ровную поверхность. И создается впечатление, что этот рисунок, он словно принимает форму того объема, который мы, собственно, подготовили. С рисунками животных, птиц, людей расставить объемные акценты, конечно, немного сложновато. Но вот с цветочками тут все намного проще и быстрее получается. Конечно, я понимаю, что на сегодняшний день для многих стемпинг привлекателен тем, что при помощи стемпинга можно быстро отпечатать какой-либо рисунок с пластины. И скорее всего, все, что я показала в этом видео, мало кому вообще нужно и мало кому пригодится. Тем не менее, мне просто хотелось поделиться с вами стемпинг идеями и показать, насколько стемпинг может быть разным. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я хоть для кого-то была полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я, как обычно, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!